Всем привет! Мы потихоньку начали подходить к самой процедуре. Итак, я предполагаю, что у вас есть на руках все необходимое, включая визу, чтобы въехать в Австрию, ну или другую страну, как турист дней на 10. Вы выходите из самолета, вас трансфером везут в отель. Вы заселяетесь, ну и вас одолевает непреодолимое желание и соблазн побыть немножко туристом. Походить, посмотреть в течение действия своего срока визы, а буквально перед отъездом сдаться. Ну правильно, вы же заплатили за турпутевку, и ведь не важно, что вы реально бежите. Вы же уже в безопасной стране. Чего не поотдыхать-то? Постановка вопроса крайне неверна. Раз вы бежите, то и сдаетесь практически сразу же, но может на следующий день. Иначе возникает подозрение у иммиграционного офицера, что вы не бежали, и возможно он имеет дело с так называемым туристическим беженством. Хотя это не совсем правильная формулировка, но смысл, я думаю, вы уловили. Но это как отступление. Короче, вам будет задан вопрос, почему вы сдались не сразу, а через несколько дней. Объяснитесь. Интересно, что вы скажете в ответ. Итак, непосредственно к действию. Возможно, несколько вариантов развития событий после вашего выхода из самолета и до момента сдачи. Туристический отдых и валение дурака мы рассматривать не будем. Вариант 1. Вы вышли из самолета и, войдя в аэропорт, хватаете первого попавшегося полицейского, как об этом говорят в интернете, и говорите ему заветную фразу «Азюль». И вариант 2. Вы утром встаете в номере отеля, чего-нибудь кушаете, затем добираетесь до аэропорта, хватаете первого попавшегося полицейского и говорите ему заветную фразу «Азюль». И вариант 3. Это версия для продвинутых. Вы знаете, что один из лагерей первичного приема в Австрии, куда попадают почти все беженцы на первом этапе, это Трайцкирхен. На самом деле это название населенного пункта, где он расположен, но лагерь имеет одноименное название. Вы знаете, что сдаваться надо именно туда. Вы берете такси и платите евро 50 за вашу доставку к лагерю. Кстати, в Вене есть русское такси, и там говорят по-русски. Ну или почти по-русски. То есть с доставкой в Трайцкирхен проблем нет. Вас везут к лагерю и высаживают, не довозя немножко до места назначения. В принципе, это как бы правильно. Наши люди в булочную на такси не ездят. Будет не очень хорошо, если вы засветитесь на таксишном Мерседесе перед охранниками и камерами лагеря. Также до Трайцкирхена из Вены от Вен-оперы вы можете добраться напрямую на трамвае. Это, кстати, дешевле. Билет можно купить прямо в трамвае. Там внутри стоит автомат. Правда, все на немецком, но разобраться можно. Билет будет стоить где-то евро 14 на нос. Ориентируйтесь на эту сумму. В общем, доезжаете вы каким-либо способом до этого лагеря, подходите к нему. Лагерь закрытый и весь огорожен. Там узкий проход и проходная, со здоровыми такими орлами внутри. Когда вы к ним обратитесь за помощью, то они вас просто пошлют и ничего объяснять не будут. Вы хоть как мантру повторяете слово «Азюль», им пофиг. Соседнее здание с лагерем беженцев – это полицейский участок, и эти орлы вам покажут на него. Идите, мол, в полицию и разбирайтесь. О, вот оно, вы нашли полицию, да еще и рядом с лагерем беженцев. Это точно оно. Входите, видите полицейского, говорите «Азюль», и он пожимает плечами и говорит вам «выметывайтесь» и ничего не объясняет. Вы немножко офигеваете, так как полицейский вам покажет на лагере, скажет идти к ним. В общем, вы немножко помечетесь, и к вам от кого-нибудь из них, возможно, соблаговолит упасть информация, что в Трайцкирхене уже беженцев не принимают, и вам надо ехать в аэропорт. В итоге вы разворачиваетесь и со всеми своими чемоданами идете на трамвай и едете обратно в Вену. То есть мы вернулись к вариантам 1 и 2. Итак, вы в здании аэропорта. Вы преисполнены негодованием, но понимаете, что это квест такой. Вас не сломить. Идем дальше по аэропорту Вены, озираемся по сторонам в поисках надписи «Полиция» и не находим такой надписи. Блин, удивительно. О, видим полицейского, радуемся, хватаем его за руку, смотрим в глаза и говорим «Азюль». А он пожимает плечами и говорит не знаю, никогда не слышал. Иди, говорит, в полицейский участок и спроси там. И так говорит первый, второй. Я так 5 поймал. Все одно и то же. Как им объяснить, что в интернете по-другому написано? Может, они интернет не читали?
Мне рассказывали, что были случаи, что они не только не помогали, а эти же полицейские после твоих слов «Азюль» брали тебя под белорученьки и сажали на ближайший обратный рейс. Ну, то есть сначала в депортационный лагерь, а потом обратно на родину. В поисках полицейского участка аэропорта я наткнулся на стойку Аэрофлота и с мыслями «Ура! Свои! Они, наверное, подскажут и помогут», ринулся к ним. Перед стойками различных авиакомпаний проходит красная линия, чтобы народ не толпился. У стойки никого из клиентов вообще не было. Но мне грозно сказали, за красную линию не заступать. И что они вообще ничего не знают. О, как это знакомо. На стойках информации всегда будут показывать различные направления месторасположения этого загадочного полицейского участка. В общем, с горем пополам участок все же находится. Это железная дверь в каком-то дальнем коридоре. Жмем кнопку вызова, стучим в дверь и тебя пускают. Говорим волшебное слово «Азюль» и тебе дают в руки вот такую заветную бумажку и вот такую карту, по которой ты будешь искать заветное здание, которое находится далеко за пределами аэропорта, где-то на территории промзоны, и это будет пункт приема беженцев. В нашем случае методом проб и ошибок мы вышли на дорогу, ведущую в правильном направлении. Как вы понимаете, рейсовые автобусы туда не ходят, и топать пришлось пешком. По смыслу, видимо, предполагалось, что, обратившись с вашей просьбой к полицейскому в аэропорту, они должны были бы вас отвезти на машине к этому центру приема. Но по факту всем наплевать, и никто вас никуда везти не собирается. Так или иначе, в конечном счете, вы оказываетесь на дороге, которая будет проходить вдоль трассы, а с разных сторон вас будут окружать какие-то грузовые терминалы, и на многих из них будут написаны цифры. Вы со всем своим скарбом долго-долго идете по прямой, пока с левой стороны не увидите на здании цифру 988. Это и есть конечный пункт вашего назначения. Заходите во двор здания через ворота. У входа видите парочку полицейских машин. Двери все закрыты, можете не дергать. Увидите кнопку звонка, как у домофона. Жмете. И вот здесь вы можете говорить ваши заветные слова «Азюль». Вы наконец-то попали по адресу. Дверь вам откроют, и вы попадете в большой холл. В нашем случае дело происходило в субботу ближе к обеду. В холле было пусто, и он был полутемный. Обычно, как нам рассказывали позже, в этом месте, как правило, сидит достаточно много народу. И вот, можно сказать, только теперь вы сделали первый шаг к оформлению заявки на беженство в этой стране. Следующее действие разворачивалось так. Первое – это ваш обыск. Ну да, а вы не думали столкнуться с таким? Учитывая, что была суббота, и мы с женой, да, я был не один, выглядели вполне безобидно, вскрывать наши чемоданы полицейским было явно лень. Они хотели побыстрее все завершить и уйти домой, и это было явно видно. В обычном случае все ваши вещи могут, и часто это делают, вскрываются, просматриваются и описываются. Прям зона какая-то. Меня первого пригласили в отдельную комнату. Дали пластиковый лоток и приказали снять с себя верхнюю одежду. Все сумки, имеется в виду поясные, ремни, снять обувь и вывернуть карманы. Сотовые телефоны, носимые гаджеты тоже надо положить в этот лоток. Если у вас в этот момент с собой присутствуют какие-нибудь деньги или ценности, то их, как правило, изымают с описью и вам отдадут только в случаях либо положительного решения по вашему делу, либо вашего выезда из страны. Как вы сами понимаете, вернут или нет на самом деле, я вам сказать не могу. Но в случае полного провала вашей миссии в этой стране, ваши конфискованные деньги могут пойти и, скорее всего, пойдут на погашение затрат, связанных с вами, понесенных государством на ваше содержание в качестве компенсации. Еще один немаловажный аспект. У вас забирают мобильное устройство с целью выяснения, можно ли к вам применить Дублин. Проверяется это по геолокации из мобильных устройств. А геолокацию используют множество программ, и они оставляют след. И если всплывет вот таким вот образом, что вы были еще где-нибудь в какой-нибудь стране, то это является для полицейских основанием применить к вам Дублин и перепихнуть в эту другую страну. Поэтому все то, что имеет геолокацию, по идее, надо сбросить в нулевые настройки, стерев тем самым всю историю ваших странствований в гаджете. Кстати, все это относится и к всевозможным чекам и другим фактам, которые могут подтвердить ваше иное прошлое месторасположение, кроме нахождения после приезда в этой стране. Всю электронику вам вернут, тут можете не переживать. Все время, пока полицейский рылся в моих вещах, я стоял перед ним и тупо улыбался. Покрутив в руках последнюю вещь, полицейский хмурым взглядом посмотрел на меня.
Но, видимо, мой глупый вид и его лень в тот момент спасла меня от личного обыскивания. Он молча пододвинул лоток обратно ко мне, указав при этом, что я могу забрать все обратно и одеваться. Мою жену Бог миловал, ее вообще решили не обыскивать. Лень – это все-таки великая сила. Следующим этапом нас по очереди пригласили в следующее помещение, где очень толстый полицейский совместно с помогающей ему сотрудницей, хотя, конечно, непонятно, кто из них кому помогал, откатали нас на отпечатки всех пальцев и внесли в международную базу. Далее выгнали обратно в полутемный холл чего-то ждать. Все действо продолжалось, наверное, часа полтора. Спустя некоторое время в помещение вошел мужчина, который по-русски поздоровался с нами. Ага, понятно, мы ждали переводчика. После его прихода меня вызвали на первый допрос. В большой комнате за огромным столом сидел полицейский переводчик. Пригласили присесть. Первая череда вопросов касалась прояснения путей попадания в страну. Вы должны предъявить паспорт, визу, билеты и самое главное, в паспорте у вас должен стоять штампик погранслужбы страны о вашем въезде. Дальнейшее – это формальные вопросы о родителях, детях, родственниках. Может, кто у вас в этой стране из родственников живет или в Евросоюзе. Если это есть, то лучше сразу указать, кто и где. Они не сразу, но по своей стороне однозначно пробьют эту информацию, и если обнаружится нестыковка ваших слов, даже вот в такой мелочи, вам на раз-два могут уже показать на этой стадии на дверь. Типа, если вы врете в мелочах, значит вы врете во всем. Это, кстати, у них проходит красной нитью во всем вашем деле. Так что уже не в первый раз повторяюсь, вы должны проявить огромное внимание к мелочам. Благополучно миновав все формальности, полицейский учтиво поинтересовался, через переводчика, конечно. Присутствуют ли у меня хронические заболевания и в состоянии ли я сейчас корректно отвечать на его дальнейшие вопросы. Получив утвердительный ответ, он задал вопрос, о котором я говорил ранее в прошлых роликах. Что у вас лично произошло? И почему вы приехали именно в эту страну? Опуская причины приезда, необходимо указать, что ваш ответ должен быть последовательным, но не размазанным. Вы должны заранее продумать, что вы будете говорить. Я не знаю, что у вас произошло, но могу сказать со стопроцентной вероятностью, даже если вам на родине сразу по приезду угрожает смерть, но вы неправильно сформулируете свою речь, то здесь никто даже вникать не будет. Вы поедете обратно умирать. Они и так-то вникать не хотят. А если от вас будет исходить какой-то сумбурный и сбивчивый рассказ, то пиши труба. Я понимаю, что в момент допроса вы, скорее всего, будете сильно уставший, под большим впечатлением от всего происходящего. И все на непонятном для вас языке. А если и понятном, то ваше текущее состояние будет сильно мешать нормальному ходу мысли в голове. Но все же вы должны сказать себе: соберись, тряпка. Или что-то похожее в этом духе. Уж я не знаю, что конкретно вас сможет взбодрить в такой ситуации. Ваш рассказ должен быть краток, так как это первый допрос, он реально недолгий. Меня допрашивали часа полтора, а жену примерно час. Итак, подведем промежуточный итог, так сказать, структуру ваших ответов на допросе. Первое. С чего началось негативное действие по отношению к вам в вашей стране? В этой части все привязано также и к датам. Не вздумайте запутаться в датах впоследствии, и ваш партнер не должен лепить никакой отсебятины. Второе. Его последствия или реально ожидаемые последствия от этого негативного действия. Третье. Персонализация преследования. Об этом я подробно говорил в предыдущих роликах. Далее необходимо учитывать тот аспект, что если вас двое или больше, вас будут опрашивать всех по очереди, и каждому будут задавать перекрестные вопросы, основанные на ответах предыдущего. Фишка в том, что даже если действия реально происходили с вами и вашим партнером одновременно, видите это вы все разным взглядом, вы же разные люди. Но для миграционного полицейского ваш разный взгляд на одно и то же происходящее событие – это повод найти несоответствие. А они при такой постановке будут, их обязательно найдут. Причем не думайте, что несоответствие в понимании миграционного офицера – это какие-то кардинально значимые события или действия, произошедшие с вами. Вы можете сказать офицеру, например, что вы взяли трубку телефона после звонка, а ваш партнер скажет, что взял он, но тут же передал ее вам. Мы же понимаем, что это по сути практически одно и то же действие. Ведь реальный-то разговор после снятия трубки фактически вели вы, но для офицера это уже не имеет никакого значения. Он указывает это как несоответствие и после этого фактически утверждает, что вы врете.
Именно по этим причинам, и еще задолго до того, как вы попадете к господину полицейскому на прием, вы с вашим партнером должны все хорошо продумать и договориться, кто, что и как будет говорить. Все до мелочей. Вы ни в коем случае никак и ни о чем и ни в чем не должны противоречить друг другу. Странно, не правда ли? Вы приехали в страну и просите помощь, а вас пытаются уличить во вранье. Вы говорите, что вам угрожает опасность, а они не верят. Нет, не подумайте, смеяться в лицо они вам не будут. Даже могут посочувствовать. Но поверьте, это только внешне, цель у них другая. Не обнадеживайтесь. Если с вами едут несовершеннолетние дети, то их тоже будут допрашивать. Правда, в присутствии одного из взрослых родителей. Но суть этого не меняет. Любая информация, имеющая возможность хоть малейшей двузначной трактовки, за которую можно уцепиться, даже прозвучавшая из уст ребенка, будет по максимуму передергиваться не в вашу пользу. На этом я хочу закончить этот ролик, но не рассказ. Дальнейшее развитие событий вы узнаете в последующих роликах, которые я постараюсь выкладывать настолько быстро, насколько это возможно. Я прошу вас еще раз дождаться окончания раскрытия всей темы до конца, и вы узнаете много интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!